Всем привет! В этом видео я поделюсь еще одним рецептом, японским десертом моти. Этот вариант я сделала более подходящий для себя, так как первый раз я попробовала, мне не понравилось вот этот привкус рисовой муки. Нам понадобится клейкая рисовая мука, какао-порошок, сахарная пудра, ваниль, растительное масло без привкуса, молоко и обычная вода. Перемешиваем сухие ингредиенты венчиком и добавляем холодную воду, перемешанную с молоком. Доводим эту массу до однородного состояния, добавляем растительное масло и все перемешиваем до гладкой однородной массы. Еще я добавила ромовый ароматизатор. Покрываем пищевой пленкой и ставим в микроволновку. Чтобы не передержать тесто в микроволновке, ставим вначале на минуту, достаем и смотрим. Тесто еще не готово. По бокам она уже готова, но есть места, где еще осталось жидковатое. Перемешиваю, покрываю обратно пищевой пленкой и ставлю в микроволновку еще на 15 секунд. Тут важно не передержать. Поэтому лучше ставить по 15 секунд, когда уже тесто почти готово. В целом у меня ушло 2,5 минуты. Готовое тесто перемешиваем, оно очень-очень горячее, с руками к нему не прикоснуться, оно вот такое плотное. Перекладываем пищевую пленку, и нам надо остудить до такой температуры, чтобы мы это тесто могли держать в руках. Когда тесто остудилось, обязательно одеваем перчатки, так как тесто очень-очень липкое. И нам надо замешивать тесто до такого состояния, когда оно будет тянуться, как жевательная резинка. Немного я еще добавила растительное масло. И я уже проверила, что для меня самый удобный способ замешивать тесто – это просто ставим на стол, тесто прилипает к столу, мы его с спатулой собираем и вот так замешиваем. На замешивание уходит примерно 5 минут. Но вы смотрите просто по консистенции. Вначале тесто такое рвется, когда мы его тянем, но потом тесто становится очень эластичное, мы его тянем, и кажется, его можно тянуть бесконечно. Для начинки я буду использовать сыр маскарпоне и пасту печенье лотос. Так как после первой дегустации моти мне показалось, что самая лучшая начинка для этого десерта будет очень сладкая с выраженным вкусом.
Поэтому я взяла вот эту пасту от печенья. Она сладкая, с очень таким ярким вкусом. Все сбила миксером до состояния кремовой массы. Дополнительно в начинку я добавляю апельсиновый мармелад. Как я сказала, мне кажется, что в этот десерт подходит сладкая начинка, поэтому я не буду использовать конфи от свежих ягод, фрукт, а вот конкретно апельсиновый мармелад. Сладкий, яркий вкус. Крем стабильный, его из кондитерского мешка наношу вот на эту лепешку. Посередине кладу этот апельсиновый мармелад. Собираю края этого теста, они очень хорошо склеиваются сразу, как прикасаются, поэтому не надо бояться, что начинка будет где-то вытекать. Каждый шарик распределяем, расплющиваем в такой блинчик, наполняем начинкой, начинку не жалеем, собираем края теста, склеиваем между собой и сам вот этот кончик срываем, чтобы не было слишком много теста. Вначале я по привычке кисточкой нанесла кукурузный крахмал, чтобы моти не прилипали. Но потом вместо кукурузного крахмала я взяла какао-порошок. Каждый моти посыпала какао-порошком, с кисточкой лишнее стряхнула. Моти не прилипают к рукам. Как мы видим, это тесто с какао-порошком не такое тягучее. Оно так не тянется. Если клейкая рисовая мука тесто делает очень-очень такое тянучее, как жевательная резинка, то добавление какао-порошка немного меняет эту структуру теста. Оно тянется, но не настолько. Оно еще не настолько липкое. Если сравнить первый вариант, когда я готовила только рисовой мукой, то откусывая этот десерт, он прилипал к зубам, к рту, к рукам, было очень трудно его жевать, то этот вариант очень удобно кушать, удобно держать и в руках, вообще не прилипает, а по вкусу, ну прям идеально. Привкус рисовой муки вообще не чувствуется. Чувствуется только вот такой шоколадный нежный оттенок. И так как я еще добавила ромовый ароматизатор, он очень хорошо подходит к шоколадным десертам. Вот это было просто идеальный вкус. Да, тесто не такое резиновое, тягучее, липкое, но вкус прям вот то, что надо. Мне вот эти моти понравились гораздо больше, чем вот такой классический вариант. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!